Здравствуйте. Продолжаем рассматривать базовые компоненты Kubernetes, базовые сущности кубера. Сегодня мы с вами поговорим о Stateful Set. Точно так же, как и Deployment, Stateful Set управляет подами. То есть мы запускаем поды каким-то образом, мы можем это делать при помощи Deployment, мы можем это делать при помощи Stateful Set. В отличие от Deployment, Stateful Set гарантирует некоторые вещи. Во-первых, это уникальный номер пода. Все вы помните, что когда мы при помощи деплоймента разворачиваем приложение, имена подов, они по шаблону похожи, но мы заранее не можем предугадать, какое реально будет у него имя. Соответственно, это некоторая проблема, когда мы говорим о persistence какой-то постоянной информации. Кроме всего прочего, мы в Stateful Set получаем гарантированный порядок запуска, рестарта и удаления подов. То бишь, они запускаются в строго определенном порядке. Там есть зависимости, они железобетонные, и они будут выполняться. И третье, это особенность Stateful Set. Вы можете подключать волюмы к вашим подам, и вы всегда будете знать, какой конкретно волюм будет подключен к вашему поду. То есть Stateful Set предназначен в основном для stateful приложений, то бишь приложений, которые сохраняют свои состояния. Ниже приведен манифест Stateful Set типового. Я просто взял deployment, который был в предыдущем видео, и сделал из него Stateful Set. То есть поменял здесь вместо deployment, дописал Stateful Set. Визуально ничего, в общем-то, не изменилось по сравнению с тем, что там было, но добавился один параметр. Это service name. В качестве параметра у service name мы указываем имя сервиса. Обратите, пожалуйста, внимание, это не лейблы, не селекторы, это вот четко конкретно name сервиса, так называемого headless сервиса, безголового сервиса. Повторюсь, подробно о сервисах мы будем разговаривать в отдельном видео, потому что там на самом деле много информации, они бывают разных типов. И вот еще один тип сервисов, который мы с вами сегодня посмотрим, так вскользь, без особых подробностей, это headless сервисы. Они предназначены для формирования имени, DNS имени конкретных подов в вашем кластере. Дело в том, что в отличие от деплоймента, в Stateful Set вы достаточно часто будете обращаться к конкретному поду. То есть в случае деплоймента нам было все равно, какой под нам ответит наше соединение, то в случае Stateful Set иногда требуется обращаться непосредственно к конкретному поду. Например, вы делаете, базу данных разворачиваете, у вас там есть один мастер под, допустим, базы данных, а второй, третий под это слейвы. И вам нужно обращаться, например, только к мастеру, допустим, к нулевому поду. И вам нужно знать его имя. И вот при помощи вот этого headless сервиса вы получите имя данного пода, гарантированное имя данного пода, по которому вы можете обратиться к нему. Headless сервис выглядит вот так. Видите, вот здесь он у нас показан. Его отличие от обычного сервиса, который мы тоже создадим обязательно, потому что нам нужно будет обращаться к подам именно по сети. То есть обычный сервис это у нас сетевое взаимодействие. А headless сервис это DNS имена. Ладно, это опять же вперед забежал немножко. Так вот, отличие обычного сервиса от headless, дело в том, что здесь есть такой параметр, называется кластер IP, и мы ему явно присваиваем значение none. Помните, у нас обычные сервисы всегда имеют IP-адрес. Мы видели это в прошлом видео. А вот сервисы headless, безголовые, IP-адреса не имеют. Достаточно указать здесь none, и мы получаем с вами headless сервис. Итоговый файл манифеста, который мы с вами будем запускать, это вот этот файлик 06 stateful set YAML. Он содержит два сервиса. Вот обычный сервис, который мы будем использовать для сетевого доступа. Вот headless сервис. Обратите внимание, Kind тот же самый сервис. То, что он headless, мы понимаем только вот по этой строчке. То есть два сервиса у нас. Они с точки зрения селектора, обратите, пожалуйста, внимание, абсолютно идентичны. Селектор. Мы ссылаемся на один и тот же Stateful Set. И непосредственно сам Stateful Set, который у нас здесь есть, здесь мы запускаем 3 реплики. По умолчанию как раз 3 реплики будут запускаться. Но я явно, опять же, вывел этот параметр, чтобы вы понимали, сколько экземпляров. Вернее, как можно указать количество экземпляров подов. Мы обязательно указываем здесь headless сервис. Вот это.
Ну, а про приложение, которое я здесь запускаю, в отличие от предыдущего видео, где мы использовали Nginx, здесь будет использоваться такой контейнер Traffic Who Am I. Это зеркало. То есть, это приложение, куда вы посылаете HTTP-запрос, а в ответ вы получаете от него, какой запрос вы ему послали, и, собственно, какую-то информацию о том поде, где он крутится. Нам это необходимо, чтобы мы, просто когда мы сейчас будем посылать сетевые запросы, мы понимали, к какому конкретно поду мы реально обратились. В случае предыдущего видео с деплойментом нам было абсолютно все равно, а здесь вот нам потребуется уже четко понимать, к какому поду мы будем обращаться. Ну, а все остальное то же самое, как и в деплойменте. То есть, грубо говоря, взяли деплоймент, поменяли здесь вместо deployment stateful set, добавили headless сервис и получили stateful set. Применить манифест, ну, традиционно мы указываем, что в namespace work, хотя нет, вру. В прошлый раз мы с вами не указывали namespace при помощи kubectl. Дело в том, что сейчас в stateful set в этом манифесте я не указывал здесь namespace. На самом деле указывать namespace в манифестах это неправильно. Дело в том, что тогда у вас будет не универсальный манифест, а заточенный под один namespace. Поэтому обычно тут namespace не указывают для облегчения понимания. В прошлый раз делал. Сейчас я явно указываю namespace, где мы будем применять вот этот манифест, куда будут размещаться stateful set и поды. Мы получаем информацию о том, что здесь у нас есть. И дальше мы смотрим содержимое нашего манифеста. Содержимое нашего namespace. Он у нас был до этого пустой. А сейчас мы видим здесь вот такую информацию. Итак, что у нас здесь есть? Во-первых, мы видим stateful set, да? Не deployment, stateful set. Во-вторых, мы видим 3 пода. Обратите, пожалуйста, внимание на их имена. Они заранее известны. Они соответствуют названию stateful set, как вот вы указали name stateful set. И плюс добавляется -0, -1, -2. То есть, порядок запуска отображается вот прямо в имени. И, соответственно, запускается не в этом порядке. Даже вот по времени мы тут видим, что нулевой запустился раньше, потом первый, потом второй. Давайте, он должен был уже весь запуститься. Вот таким образом мы это видим. То есть, 3 пода. Гарантированное имя. Гарантированный порядок запуска. Дальше у нас 2 сервиса. Это сервис, по которому мы будем по сети получать доступ. Видите, он типа кластер IP. И у нас есть IP-адрес этого сервиса, по которому мы к нему можем обратиться. А вот headless сервис, он тоже типа кластера IP, но у него этого IP нет. И поэтому по сети мы к нему обратиться не можем. Поэтому приходится делать 2 сервиса. По одному мы будем по сети обращаться к подам. Точно так, как и в деплойменте, по очереди. И второй сервис, который нам поможет получить конкретное имя пода в кластере, то есть в DNS сервере кластера Kubernetes. Сейчас мы запустим с вами тестовый под, тестовое приложение. В данном случае будет создаваться под, в котором находится приложение curl. Дело в том, что мы сейчас будем при помощи curl посылать запросы к нашим подам. И вы увидите, как это все работает. Значит, в данном случае то же самое, как с обыкновенными контейнерами. Когда вы там при помощи докера или подмана вы можете запустить контейнер и прямо же в этом контейнере сразу же указать, какое приложение будет выполняться. Да? Заменить entry point на что-то другое и выполнить какое-то приложение. То же самое и с Kubernetes. Вы можете запустить некий контейнер так, чтобы он что-то выполнил, и вы получили в данном случае при помощи параметра IT, I это Interactive, T это TTI, то есть терминал. То есть, грубо говоря, запустится вот этот контейнер в кубере, не на вашей локальной машинке, и на вашу консоль будет транслироваться его стандартный ввод и вывод. Ну и вывод ошибки, естественно. Соответственно, параметр IT об этом говорит. Дальше -rm говорит о том, что после завершения работы данного пода он будет автоматически удален. То есть из кубера он будет удален. А через 2 тире дальше мы указываем, какая команда при запуске будет запускаться. В нашем случае это будет shell. Мы с вами получим командную строчку и дальше будем, находясь уже внутри Kubernetes в каком-то контейнере, в этом контейнере, выполнять команду curl. То есть, надеюсь, все понятно. Сейчас мы это дело запустим. Так, вот он у нас запустился. Можем, кстати, посмотреть. Видите, я его в namespace work запустил. Можем посмотреть namespace work.
Вот наш под. Видите, он controlled by, он никем не контролируется, потому что мы вот, вручную его запустили. И, соответственно, вот сейчас внутри, находясь внутри этого пода, внутри контейнера, который в этом поде, я буду выполнять следующие команды. Опять же, забегая немножко вперед, мы можем с вами использовать имена сервисов, вот те, которые первые типа сервисы, у которых есть IP-адрес, вот в данном случае вот здесь. Они отображаются на DNS, то бишь DNS-сервер кластера Kubernetes про них знает. И если обратиться по имени этого сервиса, то вы получите соответствующий IP-адрес. В данном случае у нас сервис, в данном случае, вернее, у нас под, который мы запустили, вот этот curl, он находится в том же самом namespace, где и само приложение, поэтому я просто указываю здесь не FQDN, а у каждого, естественно, объектов DNS есть полностью квалифицированное доменное имя. Но про DNS мы с вами будем рассказывать, вести разговор чуть позже. А сейчас просто пока вот поверьте, что вот оно вот так вот. И, соответственно, я обращаюсь к данному сервису, и видите, у нас отвечает под, который находится там. Как я уже говорил, это простое зеркало приложения. Это то, что мы туда послали. Да, вот, собственно говоря, какой запрос мы туда послали. А это ответ от того сервиса, от того приложения, куда мы обратились. И обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть hostname test st2, то есть имя пода. Если я сейчас второй раз пошлю этот запрос, нам ответит уже тест st1, другой под. Третий тест st0, четвертый тест st2. То есть это у нас раунд-робин срабатывает, как я и говорил, что с деплойментом, что вот со stateful set. Если идти через обыкновенный сервис, кластер IP, не через headless, то мы по очереди будем получать доступ, вернее, ответ от каждого, или даже не так, неправильно сказал. Мы будем подключаться, да? Это у нас сетевое соединение к соответствующему поду. Но если мы с вами будем использовать немножко другой вариант, вот обратите, пожалуйста, внимание, сейчас мы его здесь сделаем. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас есть имя пода, который мы знаем, но напрямую к поду по его имени обратиться в кубере нельзя. Нет, любой под, и деплоймент, и stateful set, и прочее, они отображаются, они есть в системе DNS, но в случае деплоймента это имя заранее непредсказуемое, поэтому никто этим не пользуется. А в случае stateful set и headless сервиса DNS имя пода всегда гарантировано, оно всегда известно. То есть наш наш headless сервис, вот этот вот, он отображается как поддомен в системе DNS, внутри которого есть машина. Я сейчас говорю терминами DNS, наверное, обратили внимание, да? То есть поддомен в DNS соответствует имени headless сервиса, а уже дальше есть машина, это имя пода. И если я обращусь вот таким образом по такому адресу, как вот здесь, я получаю ответ от конкретного пода. Допустим, я сейчас сделаю тест st2 у нас, я получу доступ ко второму поду. То есть headless сервис позволяет нам обратиться к конкретному поду по его имени в внутреннем DNS-сервере внутри кластера Kubernetes. Это работает только внутри кластера Кубера. Это DNS, который отвечает только внутри кластера Кубера. Снаружи, если я сейчас попытаюсь обратиться по этому имени, мой DNS-сервер ничего не знает. Хотя, если вы экспортируете зону, делаете слейв-сервер, свой глобальный слейв-сервер, что-то я в дебри полез, там на самом деле столько допущений, столько нюансов, столько всего нужно делать дополнительно, поэтому давайте пропустим эту тему. Пока сейчас вот внутри Кубера, мы крутимся внутри Кубера это работает вот так. Не забудьте выйти из контейнера. Да, вот мы сделаем сейчас exit, мы выйдем отсюда и видите session ended и под curl deleted. То есть, если мы сейчас глянем на наш namespace, видите, этот под был удален. То есть, он автоматически удаляется. На самом деле, вот эта вот фишечка, вот такой запуск подов, он используется в том числе для отладки работоспособности, проверки работоспособности приложений непосредственно в Кубере, да и самого Кубера тоже. То есть, очень часто, когда мы делаем траблшутинг Кубера, мы пользуемся вот такими подами, которые запускаются внутри Кубера, и чего-то мы в них там тестируем, какие-то компоненты. Теперь следующая важная вещь, которую нам предоставляет Stateful Set, это порядок запуска.
Как мы уже видели, вернее, как я вам уже показывал, поды запускаются в том порядке, в котором они идут по номеру. Сначала нулевой, потом первый, потом второй. И, ну, в нашем случае у нас было 3 пода. Да? А удаляются, когда мы делаем delete, удаляется сначала последний, потом, ну, в нашем случае предпоследний, ну и так далее. И в самом конце нулевой. Значит, если при запуске пода, ну, какие-то у вас произойдут часа, допустим, запустился нулевой под, то есть ST0 запустился, потом запустился ST1, но ST0 вдруг отвалился. Ну, всякое бывает, вдруг какая-то там произошла аварийная ситуация, он отвалился. Значит, ST2 запускаться не будет, будет запускаться ST0, будет ждать, пока ST0 запустит. То бишь, когда мы запускаем цепочку подов, они должны быть гарантированно все запущены по цепочке. Если в начале цепочки кто-то не запустился, ну, соответственно, дальше мы ничего не продолжаем делать. Это нужно понимать. А когда мы делаем с вами рестарт приложений, то у нас поды перезапускаются в обратном порядке. Второй сначала перезапустится, потом первый, потом нулевой. Ну, давайте посмотрим, это очень легко сделать. У нас есть знакомый вам rollout restart, только в данном случае мы указываем stateful set. Хотя чего я? У меня же есть линза. В линзе аналог rollout restart. Это наш stateful set. Вот он. Мы можем... Вот он тут есть. Restart. Это аналог rollout restart. Сколько раз я уже сказал restart? Наверное, много. Надо посмотреть, как работает. Да, я согласен. И вот мы смотрим, что происходит. Видите? Сначала второй рестартует. Потом первый рестартует. И потом уже нулевой рестартует. Вот такая последовательность. Опять же, если вдруг по дороге что-то сломается, да, и, допустим, вот первый под не запустится, то нулевой не рестартанет. То есть, четко последовательность, она и тут поддерживается при рестарте. На самом деле, можно повлиять на вот это поведение stateful set. Есть такой параметр под Management Policy, его значение по умолчанию Order Ready, то есть вот это поведение, которое сейчас мы с вами наблюдали, это под Management Policy Order Ready, и оно по умолчанию. Но если вы хотите, чтобы поды друг от друга не зависели или стартовали вне зависимости от того, запустился кто-то или не запустился, ну, допустим, вот вам нужно запустить одинаковые сервисы, и по какой-то причине там под нулевой не запустился, ну, всякое бывает, там ошибка с диском или еще что-то, а сервис должен работать. Ну, какой-нибудь, не знаю, там, кавку какую-нибудь очередь запускаете, там, кролика или еще что-нибудь в этом духе. Вам нужно, чтобы работал там по барабану, запустился нулевой, не запустился, главное, что там первый, второй, то бишь, ну, кворум какой-то был, и кто-то работал. В этом случае можно использовать режим параллел. Вот здесь у меня в 7 варианте я указал под Management Policy. Ой, тут ошибочка, да. Бывает. Сейчас быстренько исправим. Да, вот так. Мы с вами указываем под Management Policy параллел. Ну и, соответственно, мы можем его запустить таким образом. Значит, когда вы меняете в манифесте вот этот параметр, нужно старый удалить, stateful set. Но у вас не получится просто изменить манифест stateful set, потому что это серьезно влияет на то, как контроллер отрабатывает. У stateful set тоже есть контроллер, кстати, между прочим. Отрабатывает манифесты. Вот. И запускаем параллел. В случае параллел у нас то же самое будет запускаться в той же последовательности поды. Но, видите, они запустились параллельно. Мы это не заметили, но сначала нулевой, первый, второй, но на самом деле просто там время запуска команды старт отличается и все. Но они не зависят друг от друга. И видите, они запустились с точки зрения простого пользователя одновременно, параллельно. И дальше они как бы живут в параллельной реальности друг с другом. Там ST0 сдохнет при рестарте, да ну и бог с ним. Хотя если мы сделаем тот же самый сделаем тот же самый rollout restart, то здесь, в общем-то, они будут рестартовать по порядку. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас не было перерыва в обслуживании вашего сервиса. То есть, несмотря на то, что у нас параллел, но rollout restart рестартует поды
не параллельно, а последовательно. Опять же, на апдейт стратегии мы можем повлиять при помощи параметра update strategy. Стратегия, да, по-русски буду говорить. Вот. Но никто это не делает. Но, во всяком случае, я никогда в жизни это не делал. Но возможность такая есть. На самом деле, тут очень много разных параметров. Когда мы говорим про stateful set, можете потом почитать. Про что я не рассказал, это про Volume Claim Templates. Как я уже говорил в самом начале, что мы можем каждому поду сделать отдельный Persistent Volume, и этот Persistent Volume будет всегда закреплен за данным подом. Но поскольку на данный момент мы с вами еще Volume не рассматривали, то вот эту тему Volume Claim Templates я сейчас опущу. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать про Stateful Set на данный момент. Мы будем с ними регулярно встречаться. Напомню, что Stateful Set предназначен для приложений, которым необходимо сохранять состояния. А сохраняют состояние они обычно вот этих самых волюмах, про которые мы сегодня не поговорили. Ну, что же делать? Не получится скакать через темы, к сожалению, да. Волюмы – тема отдельная, большая, и будет подробное видео про них чуть позже. Вот. И, кроме всего прочего, исходя из этого, для того, чтобы можно было обращаться к конкретному поду, у пода, у Stateful Set есть гарантированные имена, которые у нас с вами, доступ к этим гарантированным именам подам в системе DNS происходит при помощи так называемого headless сервиса. Я надеюсь, что вам все стало понятно по поводу Stateful Set'ов. И на сегодня все. Традиционно увидимся в следующем видео.